Всем привет, с вами канал Календарь Рыболова, меня зовут Алексей, и я снова у своей землянки в лесу на берегу водоема. Это видео немного запоздало с выходом, потому что я хотел как можно быстрее поставить двери в землянку и занимался, собственно, этим вопросом. Двери-то я уже нашел, у меня на чердаке были старенькие двери, которые я использую здесь. А вот с транспортировкой это была задача, как их сюда доставить. Изначально я думал обвязать двери с одной стороны веревкой, уложить на нее дверную коробку, инструмент и за веревку волоком тащить по листьям. Я надеялся, что это будет достаточно просто. Но попробовав возле дома протащить таким образом 10 метров, я откинул этот вариант и начал обдумывать, как еще можно транспортировать двери к месту. Для установки дверей мне нужна была монтажная пена. Я пошел в магазин, чтобы ее купить. По дороге думал, какие еще могут быть варианты, как доставить двери к землянке. И пришла еще такая мысль взять свои трансовые колеса от лодки и прикрутить их к двери. И получилась бы такая большая тележка, на которую тоже можно было погрузить какие-то свои вещи все. И тянуть ее на колесиках. Этот вариант был уже поинтереснее. И я запланировал поход на следующее утро. В магазине очень удачно повстречал своего друга, который живет по соседству. После разговора с ним я узнал, что он собирается утром на рыбалку на судака. И предложил мне помочь доставить двери к землянке на своей лодке, взамен на то, что я ему расскажу пару судачьих точек. И вот мы недавно прибыли, я выгрузил двери. Вот они. Показал ему примерно места, где должен сейчас ловиться судак. Он поехал на рыбалку, а я сейчас буду заниматься установкой дверей. Двери старенькие, коробка не подходила, ее пришлось урезать. Там была лишняя петля вырубана. Я думаю, ничего страшного, зато бесплатно. Я, конечно, небольшой специалист по дверям, но думаю, ничего сложного в этом нету, и я справлюсь. Первым делом сейчас соберу дверную коробку. Дома я заранее посверлил все отверстия. Взял с собой саморезы и отвертку. В общем, приступаю к сборке коробки. Когда я ставил столбы под дверной проем, я еще не знал, какая будет дверь. Что дверь нашлась случайно на чердаке. И габаритов ее я не знал. Поэтому я до сих пор не сильно понимаю, как она станет. Так приблизительно я померил. В притирочку должна влезть в этот проем. Надеяться. Ну, в принципе, если что, топором я где-то что-то подровняю и затолкаю ее туда. Ну вот коробка собрана, теперь нужно попытаться ее поместить в дверной проем. Сейчас я немного подровняю пол, там где будет становиться коробка. На землю я проложил кусок ПВХ ткани, чтобы коробка не так сильно тянула на себя влагу. Сверху коробка немного не влазила, поэтому придется подрубить столб топориком.
снаружи коробка не захотела заходить, немного мешали вот эти бревна. Поэтому я сейчас попробую изнутри. Низ проходит. Ну вот, отлично, по-моему. Замечательно. Как будто бы эту дверь под заказ сделали специально в эту землянку, под этот проем. Сейчас попробую навесить дверь и проверить, будут ли они закрываться. Этот край немного выше. Нужно сюда забить клин и поджать его вниз. Либо этот поднять вверх. Сейчас подложу сюда камушек. Маловато. Нужно еще. Сейчас вырежу клин, забью вот здесь вот. Уровня у меня нету, поэтому буду полагаться на свой глаз алмаз.
Ну вот дверное полотно плотно прилегает к коробке, практически без зазоров. Я думаю, что даже без уплотнителя будет неплохо держать тепло. Возможно, позже поставлю и уплотнитель. Коробка очень кривая, поэтому пришлось вырезать вот такой дубочек и поставить распорку, чтобы выгнуть ее в нужную сторону. После того, как я задую пеной все щели, пена прилипнет и коробка уже останется на своем месте. Снаружи полностью продул, кроме верха. Сейчас подберу туда брусочек, вернее дубочек. Вот так стал брусочек. Я его затесал топором под клин, и он отлично стал. Вот очередной баллон закончился. Сейчас ставлю новый. Продолжаю утепляться. Ну вот двери на месте. Вроде неплохо получилось. Я уже говорил, они старенькие. И на всех вот этих соединениях они уже разъезжаются. Пришлось скрепить вот так саморезами. Вот такой вот реечкой. И стало намного лучше. Ну вот так вот все получилось. Может кто-то смотрит из столяров, профессионалов. Скажите, какие допустил ошибки. Что сделал не так. Как по мне, получилось неплохо. Вот так сделал на гвоздик шпингалет, чтобы плотнее прижималось. Но вообще света практически нигде не просвечивается. Плотно все прилегает. Я думаю, станет намного теплее, потому что основная масса, скорее всего, холода заходила сквозь эту баннерную шторку, которая у меня была вместо двери. Полностью все щели я, конечно, не заделал, но основную массу попропенивал. Думаю, сегодня будет на порядок лучше ночевать. И печку не нужно будет так часто топить. Ну, конечно, еще много осталось. Вот там вот, ну сейчас уже почти темно. Плохо видно, но там очень много еще щелей, куда будет заходить холодный воздух. Но, думаю, завтра я успею более тщательно все это дело заделать. Ну а сейчас пойду заготовлю дровишек и буду готовиться к ночлегу.
Вот двери установлены, дровишки я заготовил. И вот здесь еще немного. И начал по рекомендации подписчиков немного переделывать печку. Буду увеличивать слой глины на этом металлическом ведерке. И потом уже обложу камушками, как декорацию, будет красиво. Вот печка потихоньку топится. Подкладываю понемногу дровишек, чтобы от резкого нагревания глина не сильно трескалась. Но уже немного потрескалась, я немного не уследил, сильно разгорелась. Но я думаю, не страшно, завтра подмажу сверху еще один слой и уложу камнями. Вот двери стоят, все в порядке, пена высохла. Отлично, все закрывается, очень плотно, щелей практически нигде нету. Как для дилетанта в этом деле, я думаю, получилось замечательно. Очень тепло сейчас, но правда это может быть обманчиво, потому что в прошлый раз примерно так же было. Изначально было тепло, а ночью, когда ударил морозец, и печка остывала, и все тепло моментально улетучивалось в отверстия в стенах и в потолке. Ну а завтра утром расскажу, насколько будет отличаться предыдущая ночевка от этой. Потому что сегодня я законопатил, ну, наверное, процентов 90 из всех отверстий. Должно быть, по идее, в разы лучше, чем в прошлый раз. Очень быстро наступил вечер. Пора ужинать. Сейчас будет небольшой скромный ужин. И после этого начинаю монтировать это видео. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо, кто меня смотрел. До свидания, до завтра.